Привет, друзья! С вами канал Не Эксперт, и сегодня мы подготовили подборку видеорегистраторов до 10 тысяч рублей. Помните, что все модели в этом видео достойны внимания, поэтому мы просто расставили их по цене. Выбирайте то, что по душе и кошельку. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Это помогает нам создавать больше интересного и полезного контента для вас. Спасибо за поддержку, а теперь давайте разбираться, какие видеорегистраторы заслуживают места в вашем автомобиле. Пятое место – Navitel AR250NV Black. Регистратор оснащен матрицей GC2063, обеспечивая четкие изображения с разрешением 12 мегапикселей и запись видео в формате Full HD 1080p при 30 кадрах в секунду. Особенностью этого видеорегистратора является его широкоугольный объектив с углом обзора 140 градусов. Это позволяет захватывать широкую часть дороги, включая соседние полосы и обочину. Двухдюймовый ЖК-дисплей типа TFT хоть и небольшой, но очень удобен для быстрого просмотра записей и настройки параметров на ходу. В нем установлен G-сенсор для обнаружения резких ударов, гарантируя сохранение критически важной записи. Кроме того, он поддерживает функцию обнаружения движения и режим парковки, обеспечивая дополнительную безопасность вашему автомобилю, когда вас нет рядом. Автоматическое и ручное включение записи, а также возможность начала записи по сигналу датчика добавляют универсальности. Однако есть и несколько недостатков. Двухдюймовый экран может показаться слишком маленьким, без переноса на более крупное устройство можете упустить какие-то детали. Также, хотя он поддерживает карты microSD до 64 гигабайт, карта в комплект не входит, поэтому ее нужно покупать отдельно. Четвертое место – Mio MiView J30 Full HD. J30 оснащен 4-мегапиксельной матрицей Galaxy Core GC4023. Это позволяет записывать видео в разрешении 2.5К QHD при 30 кадрах в секунду. Одной из ключевых особенностей этого видеорегистратора является встроенный Wi-Fi. Благодаря ему можно в реальном времени сохранять записи на смартфон через приложение MiView Pro и легко обновлять прошивку по воздуху. Что касается хранения данных, MiView J30 поддерживает карты microSD до 128 гигабайт. Этого вполне достаточно для записи большого объема видео. К сожалению, в регистраторе отсутствует встроенный GPS. Его можно установить за зеркалом заднего вида, не загромождая обзор. Отсутствие дисплея уменьшает количество отвлекающих факторов, но для просмотра и настройки камеры придется использовать приложение. Видеорегистратор также оснащен суперконденсатором вместо традиционного аккумулятора. Это делает его более устойчивым к температурным колебаниям, обеспечивая надежную работу в экстремальных условиях. Встроенный G-сенсор автоматически сохраняет записи при резких движениях или авариях. Третье место занимает Incar SDR40 Tibet. Гаджет оснащен стильным магнитным креплением, что позволяет легко его устанавливать и снимать. Однако у него нет поворотного крепления, поэтому угол обзора остается фиксированным после установки. Устройство записывает Full HD с разрешением 1920 на 1080 и углом обзора 130 градусов, позволяя захватывать четкое и широкое изображение дороги. Запись ведется со скоростью 30 кадров в секунду, это является стандартом и обеспечивает плавное воспроизведение видео. SDR40 Tibet оснащен дисплеем диагональю 2,3 дюйма с разрешением 320 на 240 пикселей. Экран не сенсорный, но достаточно четкий и функциональный для просмотра записей и настроек. Для навигации есть GPS, но GLONASS, Wi-Fi и Bluetooth не поддерживаются. Второе место занимает 70 My Dashcam Pro Plus Reacam Set. Внутри мощный процессор и сенсор Sony IMX335, что обеспечивает четкое разрешение 2592 на 1944 пикселей при 30 кадрах в секунду. Широкоугольный объектив с углом обзора 140 градусов охватывает большую часть дороги, минимизируя слепые зоны. Устройство оснащено IPS-дисплеем размером 2 дюйма. Это обеспечивает четкое воспроизведение и удобную навигацию по настройкам. Габариты видеорегистратора составляют 87,5 на 53 на 18 мм, поэтому он не мешает обзору. Одной из главных особенностей является наличие двух камер. Передняя камера записывает с высоким разрешением, а задняя записывает в формате 1080p с углом обзора 130 градусов, обеспечивая полный обзор как спереди, так и сзади вашего автомобиля. Видеорегистратор также оснащен встроенным GPS-модулем, который фиксирует данные о скорости и местоположении. Это может быть крайне
важно при просмотре записей после инцидента. Встроенный датчик G-Shock автоматически сохраняет записи при обнаружении внезапных ударов, гарантируя, что важные моменты никогда не будут утеряны. Теперь о плюсах и минусах. Качество видео в дневное время отличное, однако ночные записи иногда страдают от бликов и переосвещения от фар и уличных фонарей. Задняя камера хороша, но не так впечатляет, как передняя, особенно при слабом освещении. Первое место – Rode Git City Go 3 Wi-Fi AI. Сразу перейдем к особенностям. В нашем распоряжении будет камера с сенсором Sony IMX327 и чипсетом Novatek NTK96675, обеспечивающая максимальное разрешение видеозаписи 2560 на 1440 при 30 кадрах в секунду. Благодаря углу обзора объектива в 170 градусов вы получаете полный вид дороги. Также камера оснащена 6 стеклянными линзами и поляризационным фильтром, которые уменьшают блики и улучшают качество изображения. Диагональ дисплея 3 дюйма, хотя экран не сенсорный, им довольно легко пользоваться. Размер экрана позволяет просматривать отснятый материал прямо на устройстве без необходимости немедленной передачи его на другой носитель. Запись видео ведется в формате MOV, который совместим с различными медиаплеерами и программами для редактирования. Несмотря на отсутствие интерполированного разрешения, матрица с разрешением 2 мегапикселя отлично справляется с задачей съемки четких видео как днем, так и ночью. Как следует из названия, видеорегистратор поддерживает Wi-Fi, что облегчает передачу видео на ваш смартфон или другие устройства. Это особенно удобно для быстрой отправки или сохранения важных записей без необходимости извлекать карту памяти. Пусть ваш выбор видеорегистратора приведет к комфортной и продуктивной работе. Делитесь своими вариантами в комментариях и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые рейтинги. До встречи в следующих видео.